Донецкая область – индустриальный и очень урбанизированный регион. По состоянию на начало 2022 года там было 52 города и около 130 поселков городского типа. Города располагались так часто, что от одного до другого можно было просто пройтись пешком. К примеру, прогулка от административной границы Донецка до городской черты Красногоровки, согласно Яндекс.Картам, занимает 57 минут. Однако с 2014 года эти два города были разделены. Красногоровка осталась в украинской части Донбасса. Донецк же стал столицей, заявившей о своей независимости Народной Республики. В 2014 и 2015 годах Красногоровка оказалась в зоне боевых действий между ВСУ и Народной милицией ДНР, переходила из рук в руки. В мае 2017 был момент резкого обострения. А затем наступил период, который можно описать фразой «худой мир». Инциденты на границе случались, но со временем их становилось все меньше и меньше, и мирные люди не гибли. О том, каково жить буквально на линии разграничения, рассказывал Иван Хандогий. В Красногоровке он занимался бодибилдингом, вел видеодневник на Ютубе. Так, всем привет! Привет! Судя по его роликам, этому дневнику, быт 15 тысяч жителей города был тяжелым. В советские годы проектировщики посчитали, что электричество, газ, воду и тепло Красногоровка должна получать из Донецка. Когда же города оказались разделены, все эти ресурсы стали для Красногоровки дефицитными. Но жизнь продолжалась. Не зря говорят «худой мир лучше доброй войны». Вечером 17 июля 2021 года Иван Хандогий сам удивлялся, как много людей вышли отмечать День города. Улицы освещены плохо, но видно, как на детских площадках играют дети. Родители гуляют с колясками. Люди настроены оптимистично. Маленькими шажками Красногоровка все же обустраивалась. В том же 2021 году Иван Хандогий проехался по Красногоровке. По совпадению, в этот момент в машине Ивана играла композиция «Город, которого нет». Площадка детская, котельная, которая стоит миллионы. Очень, новое оборудование там, я знаю. — 10 сентября 2024 года Минобороны России объявила, что Красногоровка освобождена. После чего по городу проехалась уже съемочная группа Владимира Соловьева. Хорошо известна официальная позиция российских властей. Состоит она в следующем. В течение 8 лет после Евромайдана нацистский режим на подконтрольные Киеву территории массово уничтожал людей по признакам национальности и языка. Брошюра, изданная российским Минобороны в 2022 году для военнослужащих, описывает события так. Речь идет о геноциде русских в разных его формах, от культурного и языкового геноцида, этноцида, до физического уничтожения больших масс русских людей, десятки тысяч, включая пытки, изнасилования, измывательства, искалечившие в дополнение к убитым еще десятки тысяч людей, жителей Украины. Один из главных мотивов специальной операции – отомстить за жизни и страдания русских людей, наказать насильников и убийц за совершенные преступления. Даже если это приводит к страданию мирных людей, это не является для них наказанием без вины, ибо они все эти годы либо солидаризировались с украинскими преступниками, либо молчали, делая вид, что их все устраивает. Нет смысла взывать к христианской этике. По официальной версии, геноцид и этноцид украинские неонацисты хотели осуществить и в Донецке, однако дончане создали народное ополчение и смогли отстоять город. А ВСУ, не найдя достаточно сил и средств, чтобы Донецк захватить, 8 лет подряд равняли его с землей, ствольной артиллерией и системами залпового огня. Владимир Путин все 8 лет терпел, а потом, наконец, вмешался. И раз уж вмешался, стало не до сантиментов. В этой картине мира есть определенные изъяны, которые заметны в том числе на примере Красногоровки. Город этот в 2014 году совсем недолго был в составе ДНР, затем вернулся под контроль Украины. В логике, которую предлагает официальный Кремль,
Там после этого не должно было остаться русскоговорящих людей. Должны были произойти массовые убийства и насильственная украинизация оставшихся в живых. Но ничего подобного не случилось. В отличие от геноцида и этноцида, артобстрелы Донецка со стороны украинской армии действительно происходили. Тут спорить не о чем. Но есть 3 важных уточнения. Во-первых, шли они не 8 лет. Активная фаза боевых действий была в 2014 и 2015 годах. Далее конфликт был заморожен, и число смертельных инцидентов неуклонно снижалось. В 2021 году, согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по всему Донбассу по обе стороны от линии разграничения из-за причин, связанных с конфликтом, погибли 25 гражданских лиц. Из них половина стали жертвами лежащих на земле неразорвавшихся снарядов. Важно подчеркнуть, что 25 гражданских — это именно по обе стороны. Власти ДНР заявили о гибели 7 мирных жителей за 2021 год, власти ЛНР об 1 погибшем. Во-вторых, инциденты с нарушением режима прекращения огня затрагивали только окраины Донецка, вблизи линии разграничения. До 2022 года центральные районы города были безопасны. Они перестали быть таковыми, когда началась большая война, и на очень ограниченном участке местности стороны стали обмениваться десятками тысяч снарядов ежесуточно. В-третьих и в главных, в период с 2014 года снаряды артиллерии и РСЗО летели на Донбассе в оба направления. И какую бы позицию ни занимал зритель, наблюдавший за теми событиями, с его стороны было бы странно не замечать жертв с другой стороны. И упоминая аллею ангелов в Донецке, логично вспомнить аналогичные мемориалы в Мариуполе, Краматорске, в Бахмуте. Эти города были под жесточайшим обстрелом в январе и феврале 2015 года. Если же углубиться в детали, то и с Донецкой аллеей ангелов не все так просто. В некоторых случаях на ней увековечивают детей, погибших от артиллерии ДНР. 4-летний Саша Кашин погиб в Мариуполе 24 января 2015 года. Именно в тот день народная милиция ДНР ударила из систем залпового огня по мариупольскому микрорайону Восточный. Это событие запечатлело множество камер. На сайте Аллеи ангелов запись о Саше лаконичной и без уточнений: погиб в результате вооруженного конфликта. 3-летняя Даша Лавренюк погибла 14 января 2015 в селе Гранитное. Обстоятельства смерти также указаны уклончиво. Погибла в результате агрессии украинских военных. Однако село на тот момент находилось с украинской стороны. Ранее на канале мы подробно разбирали конкретный случай 8-летнего Кости Крыштопы. Он погиб от снаряда 22 января 2015 года в своем доме в Марьинке. Были тяжело ранены его бабушка и брат Дима. Марьинка — город-спутник Донецка, находившийся тогда под контролем Украины. И стрельба по нему велась со стороны ДНР. Раненому Диме Крыштопе руку спасли врачи в Славянске, который на тот момент был уже в украинском тылу. Таким образом, даже сайт Аллеи ангелов в некоторых случаях прямо свидетельствует: дети гибли от обоюдных обстрелов. Отдельный разговор, как эти артиллерийские перестрелки в принципе начались. Еще в 2013 году в той местности никто и не думал воевать и стрелять в друг друга. В развязывании боевых действий активно участвовали люди, приехавшие туда из России. Сидящий сейчас в тюрьме Игорь Стрелков-Геркин, москвич Александр Бородай, люди вроде ростовского автомойщика с судимостью Арсена Павлова, которому иногда даже было все равно, в какую сторону стрелять. А что сейчас будет? Вверх будет стрелять. Утренняя зорька. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. Никто в этих местах после Великой Отечественной войны никогда не воевал до 2014 года. Но вернемся все же в Красногоровку. В 2014-м по результатам боев город остался за ВСУ, после чего находился под ударами ДНРовской артиллерии.
В 2016 году, когда сражения утихли, местное телевидение констатировало: в городе разрушено множество домов. Жизнь среди руин. Красногоровка, город Донецкой области, за 2 года войны видел не один бой. Множество домов разрушены, но в некоторых из них до сих пор живут люди. Говорят, что деваться им просто некуда, приходится адаптироваться. Хуже того, из-за прерванной связи с Донецком Красногоровка стала замерзать. А массовое возвращение людей, которые выехали из города на время боев, увеличило нагрузку на ЖКХ. В Красногоровку возвращаются жители. Для города это хорошо, но для администрации головная боль. Тут 3-й год ждут центрального отопления. До войны в дома и котельные из соседнего Донецка исправно поступал газ. Сейчас газопровод перебит из-за обстрелов. Сама станция находится, вот если взять линию разграничения по Минским договоренностям. Газораспределительная станция находится на подконтрольной Украине стороне, но позиции сепаратистов уже в 150 метрах, а украинской армии в 300. Они постоянно обстреливают. Они не дают разрешения нам подойти к этой станции. Мы тут не до 50 метров трубы, надо проложить под землю и подключиться. Они не разрешают. В результате боевых действий в 2014 и 2015 годах в Красногоровке была также разрушена школа номер 2. Ее удалось худо-бедно подлатать к 1 сентября 2016 года. День знаний на линии огня. В Красногоровке Донецкой области дети будут учиться в отремонтированной школе. Учебников пока нет, в окнах нет стекол, разбиты из-за обстрелов. Удалось ли сохранить обещанное перемирие хотя бы 1 сентября? Белые банты, галстуки, строгие костюмы и вышиванки. У красногоровской школы сегодня двойной праздник. Отремонтированное здание после годичного ремонта встречает детей. В сюжете на телеканале «Украина» не просто так упомянуты вышиванки. Дело в том, что вторая школа – единственная из 5 общеобразовательных школ Красногоровки, где помимо русскоязычных первых классов открыли украиноязычный. Украинский является родным для 25% жителей Красногоровки. Андрей будет учиться в единственном украиноязычном 1 классе на весь город. У детей пока нет учебников. Нам обещают, они едут, они в пути. Поэтому мы надеемся получить красивые, красочные, яркие книги, чтобы потом по ним учиться. Большинство окон без стекол, последствия обстрелов. Но главное в школе – обустроили укрытие. Убежищем мы не пользовались. Эвакуацию учебную проводили, конечно, но острой кризисной ситуации еще не было. В 17-м на Донбассе случились локальные обострения. Так, в течение недели с 29 января по 4 февраля силы ДНР предприняли несколько попыток овладеть спутником Донецка, Авдеевкой. Впрочем, бои не были полномасштабными. В те дни с обеих сторон погибли от 44 до 67 военных. 28 мая того же года ДНРовские силы совершили артиллерийский налет на Красногоровку. Сильно пострадала больница, которая обслуживала одновременно 2 города – Красногоровку и Марьинку. Здания повреждены. Поликлиника, 1 корпус, 3 корпус, 2 корпус повреждены. Перекрытие, кровля и оконные проемы. Сегодня выходной, посетителей не было, медперсонал не пострадал. Здесь на территории больницы находилось 2 отделения, терапевтическое и неврологическое, там были больные. Их вывели в безопасное место. Сейчас их просто вывезли отсюда, эвакуировали в Курахово. Одновременно была разрушена вся та же школа номер 2. Ее только успели отремонтировать, однако она вновь превратилась в руины. В сентябре 17-го, пока было тепло, в одном из уцелевших классов прямо посреди развалин пытались проводить занятия. Не полотная, а полотно. Полотно – это картина такая специальная, полотно называется. Мне эта запись с уроком напомнила известную фотографию, сделанную в марте 43-го в Сталинграде. К ноябрю 2017-го остатки второй школы пришлось закрыть, учеников перевели в другую. По полуразрушенной школе сегодня водит 5-классница Марина. Ходить надо аккуратно, потому что в любой момент тут может все обрушиться. Снаряд от града снес крышу и продырявил все 3 этажа. В мае этого года от взрывной волны вылетели окна. Начался пожар. Этот взрыв произошел через 2 дня после последнего звонка. Мы так испугались. Это произошло утром. Осколки дошли аж до нашего дома. Тут
Все горело, весь кабинет, все крыло почти горело. Еще полгода назад в этом кабинете преподавали химию, напротив учились первоклассники, а в коридорах звучал детский смех. Теперь здесь разруха и тишина. В 18-м школу номер 2 снова стали восстанавливать. Начало капремонта запечатлел в видеодневнике все тот же Иван Хандогий. Так, народ, Красногоровка, линия фронта. USB-плиты краном поднимают. Иван подробно освещал ход строительных работ, ведь когда-то он сам учился в этой школе. Эту запись он сделал в феврале 19-го. Как работа идет? Потихонечку, да, движемся. Я понял. Ну а внутряшку уже делается там? Вот это ж, вот такие шпилястры там. Видите, как красиво вообще все сделано. 1 сентября 2020-го в школе снова начались уроки. Было не только воссоздано здание. Полностью переоснастили классы. Завезли новое оборудование, а во дворе сделали современное пространство для занятий на свежем воздухе. Сейчас мне эта школа очень сильно нравится, ее изменения кардинальные. Учителя вышли на новый уровень, поменялась техника, ноутбуки, там, доски. Все очень нравится, также и моим одноклассникам все нравится. Кардинально все изменилось. Школа попала в президентскую программу «Большое строительство», нацеленную на обустройство украинских городов. На Донбассе у этой программы было не только градостроительное, но и политическое значение. Необходимо было показать преимущество Украины в сравнении с народными республиками. О том, насколько это важно еще до начала большого строительства, говорила учитель из второй школы Светлана Сергиенко. Вспомните Северно-Южную Корею. Значит, если мы пограничные города, мы должны быть устроены даже лучше, чтобы те, глядя и оттуда, и наоборот, понимаете, сравнивали. Накануне 24 февраля 2022 года жизнь в Красногоровке по-прежнему была сложной. Но все же происходили маленькие позитивные изменения. Появились новые уличные фонари и деревянные беседки для отдыхающих. Видеоблогер Иван Хандогий в 2021 году записывал собственные тренировки на новенькой спортплощадке. Главным символом перемен и надежд была именно школа номер 2. После 24 февраля 2022 года школа эта была уничтожена снова, на этот раз окончательно. На фотографии, опубликованной местной полицией, остался лишь фасад, крыши нет, изнутри здание выгорело полностью. Учитывая, как выглядит Красногоровка сейчас, наверное, уже и фасада-то не осталось. Город был взят в 2024 году. В 2025 ТАСС опубликовала такой вот материал. В Красногоровку начали возвращаться жители. Порядка 80 человек проживают в Красногоровке. Зимой их было около 30, сообщил местный житель Руслан Герасименко. Я же напомню, до того, как город было решено спасти от геноцида, жителей там было 15 тысяч. Была и школа, которую трижды восстанавливали. А в 4-й раз восстанавливать уже не для кого. До завтра. Такие у нас будут красивые просторные классы. В каждом классе находится система рекуперации, обмена воздуха, приточно-вытяжная вентиляция. Постоянно будет абсолютно свежий, нормальный воздух у детей. У нас предусмотрен лифт для маломобильных групп населения. Он будет находиться со стороны северного корпуса, разрушенной стороны. Будет ездить, начиная с цокольного этажа и заканчивая 3-м этажом. Поэтому таким образом маломобильные группы населения могут попасть абсолютно в любое помещение. Все двери у нас рассчитаны на то, что человек может сюда заехать. Есть отдельные санузлы, специально предусмотренные для них. Здесь в целом в городе Красногоровка была наружена сама система горячего водоснабжения. И школа, да, не исключение, тут отопления нет. Поэтому было принято решение построить отдельную котельную, большую котельную, которая кроме школы будет питать еще, помимо прочего, садик, который тоже планируется к капитальному ремонту, да, там, в ближайшей второй очередью строительства. Сегодня появились кадры боев за Красногоровку в Донецкой Народной Республике. На них видно, как наши штурмовики после того, как выбили противника из здания, поднимают российский флаг. Это школа, которая находится в центральной части поселка, а значит, передовые отряды серьезно продвинулись.